Всем привет! У нас сегодня два матча: Монца-Аталанта и Болонья-Ювентус. Поехали со мной. Одна из самых больших проблем серии А в посещении футбола — это припарковать машину. Вот видите, это заправка. Конечно же, тут стоять нельзя, но строгость итальянских законов компенсируется необязательностью их исполнения. Они тут любят дороги перед матчем перекрывать, создает масса неудобств и никакого комфорта. Возле Сан-Сиро, кстати, дорогу перед матчем не перекрывают и как-то ездят люди. А вот маленькая Монца решает, что надо закрывать. Уже играет гимн Монца, я только подхожу к стадиону. Я думаю, что я мог бы переименовать канал в «Опаздывающий блогер». Монца, к сожалению, в этом сезоне уже покидает серию А. Жаль, мне нравилось на них ходить. У меня даже 2 года был абонемент на них. По нему сейчас и буду заходить. Но 3-й год, видимо, получается, абонемента у меня уже не будет. Спонсор Монцы — компания U-Power. Энергетическая компания. Кстати, точно такой же спонсор сзади на футболках Интера. Врываюсь на стадион под гимн серии А. Но тут никакой хореографии. Ничего интересного мы не пропустили. Ларис всегда с нами. Это 19-летний фанат, которого убили во время фанатской стычки. Фанат Аталанты. Ему был посвящен баннер. И, как видите, Ультрас Монцы тоже поддерживают воспоминания о нем. Это произошло буквально вчера. Конечно, это ужасно, когда, по сути, из-за ничего гибнут люди. Я прочитал, что там была какая-то просто словесная перепалка. Непонятно, связано это с тем, что это фанаты разных команд или нет. Возможно, нет. Но в любом случае, к чему это насилие? Как за какую-то словесную перепалку можно было взять и зарезать парня? Это ужасно. Ну, Аталанта очень крутые фанаты, но видите, на стадионе тишина, не свойственная для матча, на котором присутствуют фанаты Аталанты. Я думаю, это связано с трагедией. И фанаты Монцы тоже молчат. Я не знаю, будет ли так весь матч или нет. Но действительно в такие моменты ощущаешь всю вот эту вот тленность бытия. И что жизнь может закончиться в любую минуту в баре под твоим домом. Это ужасно. Монцу, конечно, жалко. Клуб подавал такие надежды. Говорили, что он будет играть в Еврокубках, а сейчас он вылетает в серию Б. И не факт, что он оттуда поднимется в ближайшее время. Потому что были деньги, был Берлускони, он спонсировал это все. А после его смерти его семья заявила, что им не интересен футбол. Ну и вот фанаты Монцы включились поддерживать свой клуб. Сегодня мой 75-й матч Монцы. Вообще отношения между фанатами в Италии нормальные. Вот, кстати, вот сидят фанаты Аталанты. Мы сейчас, если что, находимся на центральной трибуне Монцы, где, в принципе, должны быть фанаты Монцы. И порядок, тишина, спокойствие. Это не Турция. Аталанта борется за 3-ю строчку таблицы, на которой она сейчас находится. Монца уже точно вылетела. Ну, ожидается сегодня легкая победа Аталанты и много голов. Вот, кстати, Матео Ретеги. Лучший бомбардир серии А с отрывом. Сомневаюсь, что кто-то его догонит в этом сезоне. Ретеги, аргентинец с итальянскими корнями. Его вообще привезли из Тигре в сборную Италии, когда было понятно, что в сборной Италии большая проблема с нападающими. Ну, сейчас стало получше. Есть Ретеги, есть Мозакин. Конечно, не той величины пока парни, но, может, заиграют еще лучше. Ну вот и подоспел первый гол Аталанты. Ну, не то чтобы там какая-то фееричная радость. Этих ребят голом ворота Монцы не удивить. Забил Де Кетеларе, парень, который не заиграл в Милане, но хорошо себя проявил в Аталанте. Я думаю, не без помощи Гасперини, который нашел его и раскрыл. На 23-й минуте Де Кетеларе делает уже дубль. Ну, от чего ожидать от Монцы, от команды, которая уже к середине сезона распродала почти всех своих лучших игроков? Ради денег, получается. Вот фанаты Монцы достали баннер, посвященный Фульвио АП, одному из тренеров Монцы. Лет 10 назад он ее тренировал. Проскандировали его имя. Очередной баннер от фанатов Монцы. Я не силен в итальянском, но мне кажется, или может это придумал, они говорят о том, что настоящие мужчины познаются в трудностях. Знаете, когда клуб был на коне, фанатская трибуна была полная, стадион был полный, все хотели ходить на матч. А сейчас Монца отправляется в серию Б,
показывает плохие результаты. И трибуны поредели. В воскресенье она вполне могла бы быть полной. Потому что люди любят поддерживать сильных. А настоящие фанаты поддерживают свой клуб в любой ситуации. Я-то думаю, я сюда и на серию Б буду иногда приезжать. Может, даже как-то сниму для вас полноценный выпуск про Монцу. Покажу вам город, потому что Монца достаточно особенный город, в котором есть что показать. И думаю, будет интересно. Но чтобы вы понимали, близость Монцы и Милана, вон вдали виднеются небоскребы Милана. Unicredit Tower, один из символов Милана. Я живу в дальней части Милана от Монцы, я сюда доезжаю за полчасика, может 25 минут. А тем, кто живет на окраине Милана ближе к Монце, наверное, сюда ехать минут 5. Монца считается королевским городом. Раньше короли жили именно в Монце. Тут есть королевская вилла, королевский парк. Кажется, тут хранится корона королей Италии. Очередной баннер от фанатов Монцы, чтобы вы понимали, тут просто идет общение баннерами. Конечно, чтобы разбирать эти баннера, надо хорошо владеть итальянским и быть в контексте, потому что там упоминается и персонаж от Алессандро Манзони, известного итальянского писателя, надо быть знакомым с его творчеством, и Библия. В общем, там было что-то про Дона Аббандио, и, как я понимаю, это персонаж, который труслив и боится трудностей. Ну, а с учетом того, что Монца и ее фанаты сейчас испытывают трудности, наверное, это какая-то отсылка к тому, что не надо бояться трудностей. И почему-то они Понти Пилата вспомнили. Если кто-то может расшифровать этот баннер, напишите в комментариях, но я думаю, что это сложновато. Как говорится, удача улыбается смелым. Монца забивает Аталанте дальним ударом. А хотя, правда, может, был офсайд. Какой офсайд с дальнего удара. В общем, что-то ищут. Ну, в общем, ВАР такой, видите, фанаты порадовались. Все довольны, а тут оп, и ВАР. В общем, я надеюсь, когда-то его уберут. Нет гола для Монцы. Но эти парни любят свой клуб, даже когда он не забивает. На перерыв уходим при счете 0-2. Погнали второй тайм. На 46-й уже 0-3. Забил Лукман, один из важнейших игроков Аталанты. Гасперини говорит, что именно он принес ему Кубок Лиги Европы. Ну и в принципе его обожают в Аталанте. Я как-то видел плакат «Лукман on fire» после прохода в финал в Лигу Европы. Мяч вылетел на фанатку. И вот в разных клубах по-разному поступают с вылетевшими мячами. Где-то я видел, с полицией чуть ли не приходят за мячами, а тут мяч остался ребенку. Сделали фотку, делали, чтобы, представляете, какая память у парня будет вот с того, как он пошел на футбол и получил игровой мяч. Круто же. Ну, вообще, вот эти вот все песни фанатов, это одна из вещей, которая меня держит на футболе. Для меня это лучшая музыка, лучшие концерты. На трибуне становится горячо и красиво. Просто атмосфера на трибуне фанатов, команда которых без шансов вылетает в серию Б. Вот так вот они еще любят поднять шарфики. Ведь классно было, когда она была полная, круто смотрелась. Ну, сейчас тоже неплохо. Теперь крутим. Взлетаем. Вертолет. На 88-й Аталанта забивает 4-й гол, и фанаты уже даже особо не празднуют. В итоге, в связи с трауром, фанаты Аталанты весь матч молчали. Ну, их можно понять, это ужасная трагедия. Ну, а по поводу Монцы, конечно, обидно, что они вылетают. Я начал ходить, когда они еще в серии Б были на них. Но говорят, что нельзя грустить, что что-то закончилось. Надо радоваться, что что-то было. И я рад, что Монца была в серии А после огромного количества лет отсутствия в ней. А может, она даже дебютировала недавно в серии А, я не помню этот момент. И было много крутых моментов на этом стадионе. За что, конечно же, спасибо. Это уже, видимо, фанаты Барселоны прибыли готовиться к полуфиналу во вторник. Интер-Барселона. Ну и что время зря терять, надо походить заодно на матче рядышком. Уже через 3 часа 45 минут начинается матч Ювентус-Болонья, и все, надо спешить туда. Чуть в Болонью, виднеется радуга. Ну, наверное, это хороший знак. Ну и такие шикарные виды по дороге в Болонью. Итальянские трассы хороши, но иногда у них бывают пробки вот прямо на трассе, видите, все стоят.
15 минут со скоростью 130, а пробка все еще стоит. Ну, видимо, там какая-то серьезная авария, но люди сегодня могут уже куда-то и не добраться. Посмотрел по карте, пробка где-то 25 километров. Представляете, попасть в такую пробку? Ну, хорошо, что она не в нашу сторону, но людей жалко. Вот, кстати, завод Барилла, достаточно известные спагетти. И видели сейчас автобус с игроками специи, которые стоят в этой пробке, и Кальяри Кальчо. То есть, вы представляете, но это они уже с матча едут специи. Представляете, если бы они на матч ехали, то, получается, матч мог бы не состояться, потому что игроки застряли в автобусе. И я как-то ехал в Болонью на матч Лиги Чемпионов, а у меня по дороге на трассе автобус Флицбас сломался. Мог бы не попасть. А если кто-то сейчас ехал бы на матч в Милан, то все, получается, билет купил, а на матч не попадаешь. И виды. Это станция скоростных поездов городка Реджо Эмилия. И в городе Реджо Эмилия на вот этом стадионе Маппей Триколоре, как-то так, играет Сассуоло, которая выиграла серию Б в этом году. Вот там вот стадион виднеется. И поднимается в серию А. Я часто был на этом стадионе. Я по футболоджи один из самых преданных фанатов Сассуоло. И как раз вот с этой станции скоростных поездов я часто пешочком шел вот на тот стадион. Ну или после матча вот через эти поля ночью. Романтика. Прямо на трассе горит машина. Что это? Ну и все, а это уже другая пробка. То есть помимо той пробки в те 25 километров, а тут теперь вот получается будет сейчас еще одна пробка. Перекроют же трассу при горящей машине по-любому и надолго. Ну тут приятные соседи по потоку. Тосканские холмы на подъездах к Болоньи. Вот уже виднеется этот собор, который мы видим со стадиона Болоньи, но с другой стороны. На выезде с трассы, вот в Италии платная трасса, видите, огромная пробка, все стоят, чтобы заплатить. А можно по телепасу проезжать. И тут пробки нет. Видите, какие пробки создает необходимость оплачивать платные трассы. Ну и всегда в день матча много полиции. Вылавливают машины с гостевыми фанатами и везут их прямо на гостевую парковку. Тут перекрывают движение. А вон там впереди уже автобус с фанатами Ювентуса. Солдаут сегодня на гостевой Ювентуса. Ну и на домашние трибуны солдаут. В сопровождении полиции везут автобус с фанатами Ювентуса. Поэтому дорога перекрыта была. И перед ними, собственно, тоже полицейские мотоциклы. В общем, фанаты Ювентуса, у них серьезный выезд сегодня. Это фанаты Ювентуса из Римени. Потому что фанаты Ювентуса, они съезжаются со всей Италии. И не все они далеко живут в Турине. То есть Ювентус, он такой общенациональная команда. То есть его поддерживают часто те, у кого в городе нет своего сильного клуба. Ну, собственно, как Римени. И вот уже начинается парковочный беспредел в Болоньи. Вот видите, прямо на трассе, можно сказать, ставят машины. Потому что солдаут. О, посмотрите, вообще в кустах поставил. В общем, припарковать машину в Болоньи — это большая удача. Смотрите, как заставлены все островки безопасности, все газоны, все. Ну, в общем-то, удалось найти место на газоне. Видите, тут газон тоже очень плотно запарковывают. Это штраф, если что. Но будем надеяться, что благосклонны будут инспекторы. Перед матчем обычно кружит полицейский вертолет, следит, чтобы не было стычек фанатов. Предматчевая подготовка фанатов Болоньи. Ну и вот он, очень аутентичный стадион с башенкой и галереями. Очередь вот сюда, вот тут проверяют имена в билетах, чтобы соответствовать с вашими документами. Начинается вон с того угла. А почему? Потому что какой-то итальянский чиновник решил, что ну давайте будем проверять имена на входе. В других-то странах этого не делают, и все хорошо. Что хорошо в Болоньи, они тут сильно не проверяют на входе вас. И, как видите, никого еще не убили на стадионе Болоньи, несмотря на это. А тут очередей почти нет. Тут люди проходят очень быстро. То есть очереди именно из-за проверки имен. Я снимаю этот выпуск во многом благодаря вашим комментариям, потому что мне кто-то написал, что давно не было Ювентуса. И я сказал, что ну надо съездить на выезд Ювентуса. И вот я тут. Потому что я помню, что среди вас есть фанаты Ювентуса. Так что комментируем, не стесняемся, рад вашим комментариям. Ну давайте тогда уже сразу и подписывайтесь, и лайкайте. Заходим на стадион. Все готовятся к матчу.
Футболисты Болонии выходят на разминку. Все их встречают аплодисментами. Ну и свистом встречают футболистов Ювентуса. Но не фанаты Ювентуса, которые активно поддерживают своих парней. Вот тут вся бригада разминается. Узнаете этих парней? Сколько тут денег сейчас перед нами? Вот это мое место по билету на этот матч. Чуть позже расскажу про билеты сюда. Сейчас будут объявлять состав Ювентуса. Il capitano Lorenzo De Silvestri. Так приветствую состав Болонии. Вот прямо на трибуне можете взять себе пивка. Играет гимн серии А. Достать билет на этот матч было очень сложно, потому что Ювентус любят или ненавидят, но никого не оставляют равнодушным. Поэтому почти всегда на Ювентус sold out. Билетов не было изначально. Я пытался купить как фан Ювентуса по их карте, но там тоже был sold out. Хотя у меня был матч прошлый Болонья-Ювентус с прошлого сезона. Я сидел с фанатами Ювентуса на их фанке, есть выпуск. И я думал, все, я не поеду. Но сегодня ночью перед матчем появились ограниченные места с ограниченным видом за 55 евро, хотя все вот эти люди сидят на местах за 110 евро. То есть центральная трибуна на этот матч 110 евро, вот это дешевая, там еще намного дороже. А эти места с ограниченным видом мне обошлись по 55 евро. Ну и ограниченный вид, ну, постою, что, мог бы еще где-то сесть. В общем, не беда, и я тут. Понятно, что билетов было всего несколько штук, и я их схватил каким-то чудом, потому что я ночью не спал. И вот просто что-то подумал, надо зайти посмотреть, а вдруг? Хотя был солдаут, я неделю следил за этим. Вон фан-трибуна Ювентуса, и там, видите, группа Сторика Милана. То есть за Ювентус есть люди, которые болеют, живя в Милане. То тоже бывает. У себя на стадионе фанаты Ювентуса фаера не ждут. А вот на выезд можно и фаера прихватить. В верхней части таблицы очень сильная борьба за Еврокубки. Есть группа команд, которые могут оказаться как в Лиге Чемпионов, так и не попасть в Еврокубки вообще. И вот как раз Болонья и Ювентус среди этих команд. И поэтому для них это очень важное сегодня противостояние. И именно на прошлом матче Болонья-Ювентус, домашнем, на котором я был, Болонья прошла в Лигу Чемпионов в прошлом сезоне. Ювентус открывает счет дальним ударом. Фанаты в восторге. Счет открыл Тюрам. Будем надеяться, во вторник тоже счет откроет Тюрам. Правда, другой, его брат. Первый тайм закончили 0-1. Уходим на перерыв. Там парни, конечно же, бодрые и веселые. Я вам говорил, что Ювентус самая ненавистная команда в Италии. И вот тут подготовились с баннером как встреча. Погнали второй тайм. Вот у нас тут ультрас Ювентуса на трибуне есть. Я думаю, вы поняли, что произошло. Болонья сравняла 1-1. Снимающие все снова с картиками. Ювентус пошел поговорить своим фанатам. Приехали со всей Италии. Я думаю, что из Турино там абсолютное меньшинство. В Болонье удобно ездить в любой точке Италии, поэтому как раз тот момент, когда приезжают фанаты Ювентуса всей страны. Болонья благодарит своих фанатов.
Конечно, после этой ничьи борьба за Еврокубки остается все еще сумасшедшей интригой в Италии. Болонья дошла до своей фан-трибуны. Там, как всегда, горячо. В Болонье вообще горячие фанаты. Ну и они туда не просто подходят формально на пару секунд, они там несколько минут стоят, так сказать, ментально общаются с фанатами. Послание фанатам Ювентуса напоследок. Ну а гостевых фанатов, как обычно, еще долго не будут выпускать, и они там будут развлекаться песнями и танцами. А вот знаменитая колонна изнутри, и посмотрите, как она круто выложена кирпичом, какой необычный изгиб. Парень неплохо развлекается, разрывает газетку и запускает. Оп. Заново полетели. Только вот это все убирать. Страх вегетарианца после футбола, но другого тут нет. Вот такие штуки по 8 евро. Ну, честно говоря, жизнь в Европе сделала меня менее принципиальным человеком, в плане вегетарианства в том числе. Время выдвигаться в Милан. Стоим в пробке, потому что фанатов Ювентуса увозят из города в сопровождении, чтобы не закидали камнями, как это бывает. Я уже в Милане, но приключения не заканчиваются. Я оставил машину на стоянке торгового центра, причем загородного, а они на ночь его закрывают, поэтому машин тут нет, а я выехать отсюда не могу. Ну, я что-то придумываю, поэтому выпуск буду заканчивать. Оставлю вам тут ссылку на Аталанта Реал Мадрид, чтобы вы посмотрели на то, как ведут себя фанаты Аталанты не в трауре, и в описании ссылка будет. Оставлю на предыдущий матч Болонья-Ювентус, тоже тут и в описании. Ну и плюс накидаю в описании еще всяких матчей Болоньи, Ювентуса, Аталанты. Вдруг вас интересуют эти команды. Всем спасибо за просмотр. Если досмотрели, лайкаем, подписываемся, пишем комментарии. До новых встреч!